Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. У меня есть работы, которые влюбляют в себя сразу. Видео-мастер-классы по ним обычно набирают достаточно большое количество просмотров. А спустя время мне на почту приходят фотографии ваших работ, сделанных по этим мастер-классам. Надеюсь, что сегодняшнее видео будет именно таким. Потому что, на мой взгляд, в этих ангелов просто невозможно не влюбиться. А сказочный город, который они оберегают, так и притягивает взгляд. Хочется рассматривать детали и представлять, кто же может жить в этих разноцветных домиках. Ну что, давайте приступим к работе. В первую очередь нам понадобятся яичные лотки, а точнее только крышки от них. На одну подвеску уйдет 2 крышки. Чтобы с ними было удобнее работать, делаем по одному надрезу в каждом углу и распрямляем крышку. Также вам понадобится шаблон ангела. Его вы можете отрисовать самостоятельно или скачать с моей странички на Boosty. Ссылку вы найдете в описании под этим видео. Шаблон вырезаем и переносим на крышки от яичных лотков. Обратите внимание, что шаблон переносится сначала одной стороной, а потом другой, то есть зеркально отраженный. Это делается для того, чтобы у подвески с 2 сторон получилась одинаковая гладкая поверхность. Заготовки вырезаем, и если на них остались какие-то бумажные этикетки, то их лучше убрать. Кстати, если вам попадутся лотки не белого или серого цвета, а, например, зеленого или оранжевого, то смело используйте их в работе. После грунтовки все они все равно станут одинакового белого цвета. Итак, берем 2 заготовки, складываем их вместе, вдеваем нитку в иголку и начинаем сшивать подвеску петельным швом. Сшивать начинаем примерно в районе талии и сначала сшиваем верхнюю часть. Так нам будет проще наполнить ангела синтепухом. Дойдя до макушки, определитесь, как вы будете делать подвес. Можно сделать из веревочки петельку и вшить ее в районе макушки. В подсказке в описании я закрепила видео, в котором я делаю именно так. Но сегодня я буду делать отверстие под люверс, поэтому дошиваю ангела до талии и прессом устанавливаю люверс в самой верхней части подвески. Теперь берем синтепух или холофайбер, в принципе можно использовать даже обычную вату, и очень аккуратно начинаем набивать игрушку. Набиваем ее совсем не сильно, все-таки лотки у нас бумажные, а не тканевые, и они могут порваться. Самое критичное место находится в районе шеи, поэтому голову набивайте, используя тонкую палочку или карандаш. Теперь сшиваем нижнюю часть ангела, не забыв оставить отверстие для набивки. А пока я сшиваю ангела, вы можете подписаться на мой канал, если до сих пор этого не сделали. И не забудьте нажать на колокольчик, так вы точно не пропустите мои новые видео. А еще вы можете поставить лайк этому видео и написать какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно. Дозаполняем ангела синтепухом или холофайбером и дошиваем игрушку до конца. Чтобы убрать торчащие из торцов игрушки волоски, берем зажигалку и аккуратно их опаляем. Этот момент лучше не пропускать, так как эти торчащие волоски будут сильно вам мешать при росписи. Я сделала 5 заготовок подвесок, и у 2 ангелов при набивке все-таки порвалась шея. Если у вас возникла такая же проблема, не спешите расстраиваться, а просто аккуратно зафиксируйте нитками разрыв, чтобы наполнитель не вылазил наружу. И переходим к созданию глиняной шпатлевки. Именно благодаря ей наши подвески перестанут быть бумажными, а превратятся в крепкие и прочные изделия. Для этого этапа нам понадобится любая самоотвердевающая на воздухе масса для лепки или глина, которая хорошо растворяется в воде. Мне больше всего нравится использовать для этой техники глину Scalp Dry. В этот раз она у меня белая, но на самом деле цвет значения не имеет.
Глину можно использовать даже засохшую, просто растворяться она будет чуть дольше. Итак, берем глину и емкость, в которой будем ее растворять. Так как у меня глина свежая, я разрезала ее на кусочки и заполнила ими контейнер. Если вы возьмете засохшую глину, то емкость подбирайте под размер вашего кусочка. Заливаем глину обычной водой и оставляем на несколько часов. Я обычно оставляю на ночь. Теперь берем плоскую синтетическую кисть, лучше брать средней жесткости, и начинаем глину как следует размешивать. Конечно, за это время кусочки глины полностью не растворились, но это не страшно. Нам нужно получить массу по консистенции, похожую на густую сметану. Остальная глина в процессе работы дорастворится. Берем наши заготовки и тщательно покрываем их получившейся смесью с двух сторон в 3-4 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Особое внимание при нанесении смеси уделяйте торцам и различным углублениям. Первый слой обычно сохнет дольше всего, примерно минут 40. Остальные слои высыхают намного быстрее, примерно за 10-15 минут. Можно оставлять сушиться заготовки на столе, а можно отправлять их сохнуть на батарею. Так процесс сушки будет идти быстрее. Я решила показать вам на видео разницу между незагрунтованной стороной и стороной, на которую нанесла 4 слоя смеси. Как видите, разница очевидна. Заготовки превращаются из мягких бумажных в твердые и прочные изделия. Сначала смесь будет жидковатой, и такой смесью удобно наносить первые слои. Но постепенно она будет густеть, и слои будут получаться потолще. Это как раз хорошо для завершающих слоев. Но вы можете самостоятельно регулировать густоту смеси. Если она чересчур густая, добавляйте воды, а если жидковата, то просто оставьте ее на пару-тройку часов, чтобы она немного загустела. Дальше нам понадобится наждачная бумага или обычная пилочка для ногтей. Все заготовки нам необходимо немного отшлифовать. Доводить до идеальной гладкости их не нужно. Достаточно просто убрать острые края и появившиеся бугорки и наплывы. Протираем ангелочков влажной тряпочкой, чтобы убрать всю пыль после шлифовки. Зажигалкой опаляем появившиеся ниточки и снова возвращаемся к глиняной шпатлевке. Наносим ее опять кистью с двух сторон в 3-4 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Еще меня часто спрашивают, чем можно заменить глиняную шпатлевку. Заменить ее можно обычной шпатлевкой, но учтите, что результат получится немного другой. И снова шлифуем наждачной бумагой. Шилом прочищаем отверстие для подвеса. Протираем заготовки влажной тряпочкой и при необходимости опаляем зажигалкой появившиеся ниточки. На примере домиков я решила показать вам разницу между отшлифованными подвесками и неотшлифованными. Как видите, если фигурки не шкурить, то они получатся бугристыми, и их не очень удобно будет раскрашивать. Прежде чем переходить к росписи, я рекомендую изделие загрунтовать белым акриловым грунтом или белой акриловой краской. Так и дальнейший расход краски будет меньше, и цвета получатся ярче и однороднее. Грунт наносим в 1 или 2 слоя и оставляем ангелов на просушку. А пока ангелочки сохнут, я расскажу вам, чем занималась в последний месяц. Во-первых, я создала свой аккаунт на Boosty. Приглашаю вас заглянуть ко мне в гости и подписаться. Ссылку вы найдете в описании под этим видео. На Boosty можно поддержать меня, оформив платную подписку, или поучаствовать в сборе средств на развитие канала и покупку материалов. А можно просто почитать мои бесплатные посты, в которых я делюсь своим опытом или рассказываю что-то о себе и о своем творческом пути.
Также на Boosty, оформив подписку или купив конкретный пост, вы сможете приобрести мои шаблоны. Например, шаблоны ангелочков из сегодняшнего видео уже ждут вас именно там. Но кроме шаблонов ангелов, в этом посте вас ждет еще и несколько сюрпризов от меня. Например, моя авторская открытка, сделанная в двух вариантах. В виде раскраски, которую вы сможете распечатать и раскрасить на свой вкус, и в виде непосредственно открытки. А еще в этом посте вы найдете пару фотографий рабочего процесса. Надеюсь, вы оцените мои старания. Ну а второе, про что я хотела вам сказать, а точнее напомнить, это то, что я есть на Дзене. Там я дублирую весь свой контент и иногда пишу какие-то полезные статьи. И я буду очень рада, если вы подпишетесь на меня и там. Ссылку вы также найдете в описании под этим видео. А теперь вернемся к ангелочкам. Берем простой карандаш и, не сильно нажимая на него, делаем набросок. Рисуем лицо, руки, звездочку и домики. Карандашную линию старайтесь делать еле заметной, иначе она будет видна сквозь светлые цвета красок. И переходим к росписи. Раскрашиваю я, как и всегда, акриловыми красками. Цветовую гамму выбирайте на свой вкус. Кстати, та открытка-раскраска, которую я сделала для вас на Boosty, идеальное поле для тренировки. Можно поэкспериментировать с сочетанием цветов и оттенков. Очень рекомендую. В самой росписи нет ничего сложного. Просто выбираем желаемый цвет и наносим его в один или два слоя, чтобы покрытие получилось плотным и не просвечивало. Для акриловых красок лучше использовать синтетические кисти. Мне удобнее работать плоскими, но это дело вкуса. А для прорисовки контуров используйте кисточки под номерами 0, 2,0 и 3,0. Старайтесь не использовать в работе чисто белый и черный цвета. Заменяйте их молочным цветом или цветом слоновой кости и черно-коричневой краской. Чисто белый и черный цвета очень коварные. Они притягивают к себе взгляд и любой даже самый незначительный огрех делают заметнее в несколько раз. Особенно актуально это будет при прорисовке контура. Если вы сделаете его черной краской, то контур будет казаться толще и ярче, чем если вы сделаете его темно-коричневым цветом. Также могу порекомендовать вам использовать в работе сложные цвета. Например, не голубой, а лавандовый, не желтый, а песочный. Такие оттенки можно купить готовыми, а можно намешать их самостоятельно из базовых цветов. Используя сложные цвета, вы сделаете свою работу интереснее и благороднее. Раскрашивать работу старайтесь от дальних объектов к ближним, от больших деталей к меньшим. И чтобы добавить теней, например, на лицо и руки, добавляйте в базовый цвет, то есть в данном случае в телесный, совсем понемногу коричневой краски, постепенно делая оттенок темнее и темнее. Так тени получатся мягкими, а любую ошибку вы всегда сможете подкорректировать.
Лично мне очень нравится, когда торцы изделия немного затемнены. То есть это своего рода получается рамка поделки. Для этого я беру оттенок темнее того, который был использован в работе, и спонжем аккуратно прохожусь по торцу подвески. Можно оставить ангелочков и просто раскрашенными акриловыми красками, но мне кажется, что им не хватает деталей и объема. Поэтому дальше нам понадобятся акриловые контуры. Кстати, на моем канале есть мастер-класс о том, как сделать акриловые контуры самостоятельно. Обязательно посмотрите его, если еще не видели. Ссылка в подсказке и в описании под этим видео. Бронзовым контуром я прорисовала брусчатку. Золотым и серебряным контурами нарисовала перила балкончиков. Выбрав контуры под цвет крыши, нарисовала черепицу. Синим и белым контурами нарисовала ставни на окнах. И добавила деталей на сами домики. Согласитесь, теперь город выглядит намного интереснее. Синей пастелью я решила добавить немного теней на платье и небо. Для этого пастель натираю на наждачной бумаге и сухой кистью наношу ее в нужных местах, аккуратно втирая в поверхность. В завершение нам осталось покрыть ангелочков матовым или глянцевым акриловым лаком. Я выбрала матовый, но это уже дело вкуса. Наши ангелы готовы, и можно полюбоваться результатом. Лично я очень люблю тему домиков, ангелов и точечную роспись, поэтому мне эта работа принесла неимоверное удовольствие. Подвески получились одновременно яркие и очень нежные, а еще очень милые и капельку волшебные. Ну и напоследок хочу обрадовать тех, кто неоднократно писал мне о своем желании приобрести мои работы. 4 из 5 сегодняшних ангелочков очень хотят обрести себе новый дом. Все подробности вы найдете на Бусти или по ссылке в описании. Надеюсь, этот мастер-класс вам понравился. И если это так, то лучшей благодарностью для меня, как и всегда, остаются ваши лайки, комментарии и подписка на мой канал. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.